Всем чао-чао, меня зовут Кичикин Эдуард, и моя тема ландшафтная архитектура, архитектурный скетчинг, ландшафтный скетчинг и скетчинг в путешествиях. Вот сегодня будем рисовать вот такой вот прекрасный домик. Это в Венеции, это дом, знаете кого? Этого, как Казановы, да. Вот, это такая странный немножко контекст, но он такой достаточно интересный. И эту симпатичную штучку я рисую в трехточечной перспективе. И все начинаю с обычного построения кубика. Наши домики — это кубики. И если мы умеем строить кубики в перспективе достаточно уверенно, просто, то нет проблемы, чтобы строить домики. Ну, строить, я имею в виду, рисовать их грамотно в перспективе. Не рисовать, а простраивать, получая визуально верное изображение, плюс-минус. И если мы соблюдаем вот эту вот идею построения объекта в перспективе, то даже несмотря на то, что наши линии могут быть не очень прямые, как вы видите на рисунке, это рисунку ничуть не убавляет эффектности, а может быть даже наоборот прибавляет чуть больше. И вот, построив кубик домика внизу, я рисую ему башню рядом. Насколько я понимаю вот эту вот ситуацию там на карте, впереди этот домик, он посвящен Джакомо Казанове. Каким-то образом, я не знаю, когда-то мы плавали там на гондоле, и гондольер, он показывает в сторону этого домика, говорит: о, там жил или не жил, или музей его, там, Джакомо Казанова. Мы такие: очень интересно, да, очень интересно. А позади стоит церковь. И вот, наверное, вот эта вот башня, скорее всего, относится вот к этой церкви. И я всю эту историю начинаю с контурного рисунка. Если я создам контурный рисунок, и он будет, ну, достаточно верно отображать ситуацию, то дальше мне будет довольно просто. И чтобы этот контурный рисунок создать и не использовать карандаша, я использую такую технику. То, чем я сейчас рисую, это параллель пен. Это японский вид ручки, он такой тоже достаточно любопытный. Он может одновременно делать и вот такой вот штрих, которым я рисую сейчас. Штрих, линия, и она достаточно тонкая и воздушная. И одновременно он может делать очень-очень-очень интенсивное пятно, если его повернуть другим пишущим, пишущей частью. И для того, чтобы сделать теневые области, вот вы видите, я использую Waterbrush или Aquabrush. И так как я использую чернила Winsor и Newton, то когда я с помощью Aquabrush приношу на рисунок воду, то мои чернила размываются. И там, где чернил больше, там более интенсивные, более темные пятна. Там, где чернил меньше, то эти пятна превращаются в такую легкую светлую заливку. А у меня на кисти практически нет цвета. Он иногда там собирается, когда загрязняется моя кисть, но в принципе там внутри этой кисти чистая вода. И вот таким вот образом чистая вода работает тушью, с тушью виндзоровской. И эта тушь — это цвет сепия. Calligraphy Ink, если я ничего не путаю, как называется вот этот тот тип туши или чернил, который я использую. И вот сейчас, обратите внимание, я начинаю делать по моему контурному рисунку такие интенсивные линии, которые я также тут же увожу в такие интенсивные тени. То есть
Фактически я играю с оттенком и с цветом, и с насыщенностью этого. Если мне нужна большая насыщенность, я приношу туда с помощью параллель пен больше чернил и тут же размываю это все водой. Потому что тени больше собираются под крышей, я логично приношу туда больше чернил и тут же размываю. И одновременно рисую там более мелкие детали. Постоянно прорабатываю этот рисунок. То есть иду по рисунку одновременно по всему. Ох, я немножко еще не проснулся, видимо, чтобы делать этот видос. И рисую деталюшки. Детали это в моей большой системе. Это, ну, оконные, дверные проемы, детали крыши. Чуть-чуть показываю карниз, чуть показываю вот эти вот идеи крышного декора. Стараюсь падающую тень на земле сделать более интенсивной. И вот вы видите, я приношу туда больше чернил и тут же стараюсь их размыть. И вот там в углах, где, мне кажется, должна скапливаться тень, я приношу туда вот такую вот интенсивную лужу туши и тут же размываю всю эту историю. Там то же самое. За этой башенкой, за домиком, там, где домики справа, они приходят в плоскость улицы, тоже приношу чуть больше интенсивного цвета и тут же его размываю. Иду по всей этой картинке, постепенно ее прорабатывая, стараюсь прорабатывать ее равномерно, чтобы не было такого проседания под детализацией, чтобы в любой момент я мог от этой картинки отойти, и она была бы плюс-минус закончена. Во многом эта идея, она из традиционного классического рисования. Она очень хорошо подходит для скетчинга, потому что ты не знаешь, когда что может случиться и когда тебе придется куда-нибудь отойти в сторону, ну или закончить каким-то образом свой рисунок. И может быть, ну или просто его в таком состоянии оставить, или его, может быть, доделать дома, если будет настроение и возможность. Продолжая чуть-чуть детализации, делая оконные проемы на этом домике Джакомо Казановы. Он такой немножко странный, да. В принципе, внешний вид у него вполне себе современный. Нужно, наверное, поглубже закопаться в историю вот это вот и понять, что там к чему. Но если у вас есть возможность или настроение, то вы можете, наверное, изучить этот контекст. И если будет не лень, то поделиться со мной в комментариях, что же там к чему относится на самом деле. Постепенно, по чуть-чуть прорабатываю крыши и думаю, что вот эти вот наиболее интенсивные области цвета и тени находятся на переломах форм, на углах, те, которые ближе ко мне. То есть вот вы видите здесь на крыше такие интенсивные точки, на той крыше тоже интенсивные точки, на башне под крышей. И вот таким образом формирую изображение. Я делаю его достаточно эффектным, простыми и такими довольно художественными способами. По сути, у меня тут есть три элемента основных насыщенности. Это то, что находится под прямыми лучами солнца. Я стараюсь оставлять это плюс-минус такими белыми пятнами. Есть более интенсивная тень. Это те стены, которые находятся в тени по отношению к солнцу. И это вот, например, правая стена. Ну, есть еще один элемент, земля, очень-очень интенсивные тени. И такие полутени, которые вот здесь на стене, которая слева от меня находится.
и на ней рисую вот такими штрихами идею окон. Это не прямо такие окна, а скорее их идея, их обобщенное впечатление. Ну вот, в принципе, плюс-минус готово. Сейчас мы посмотрим вблизи, как эта вся история получилась. Я под финал делаю немножко детализации, чтобы это все посимпатичнее выглядело. И вы тоже пробуйте, берите листик, бумажку и рисуйте вместе со мной одновременно, там, ориентируясь на это видео. Это такой простой и вполне себе внятный способ научиться. Сейчас мы полетаем над этим эскизом, посмотрим его вблизи. Там есть довольно много вкусных моментов, которые и перекликаются с техникой пера, и акварельной живописью, и старинными идеями. И вон Кьеза ди Сан-Самуэле. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Кичик Эдуард. Было приятно поскетчить. Всем чао-чао.